мы уже прошли с первым больше 1000 человек. Сейчас нас где-то должно быть около 1000 или чуть больше. И отлично слышно. Ну и на чем мы будем сегодня говорить? Сейчас я ставлю наш марафон. О том, как нашу жизнь сделать лучше в течение 260 дней, как нам с вами именно как личности стать более прогрессивной каждый день и становиться лучше. Мы будем с вами это делать каждый день, и сегодня мы начинаем. Я Андрей Хавратов, генеральный директор потребительского сообщества NEMI. Сообщество это потребительское для новичков, это не какое-то юридическое лицо, это сообщество нас, людей, как потребителей в системе NEMI, в новой экономической эволюции мира. Я являюсь автором, создателем, генеральным директором Академии частного инвестора и автор программы CryptoUnit. И давайте же мы начнем, потому что за 260 дней, за 80 сессий, примерно 120 часов, это то время, которое полностью позволит сделать перекодировку нашей с вами личности. Это то, что позволит нам вместе с вами создать абсолютно новый поток на следующие, может быть, кому-то год, кому-то 5 лет, кому-то 10 лет. Но вообще-то можно перекодировать вообще код рода своего на следующие 1000 лет, скажем так, 1010 лет. И я в конце дам некоторые задания, которые сегодня утром давались, кто утром еще не присутствовал. Но, дорогие друзья, хочу сказать, что вы приняли правильное решение, и каждый день мы будем становиться делать что-то новенькое. У меня к вам вопрос. Скажите, кто сегодня уже, вот кто утром поднялся, делал ну, небольшую, можно сказать, зарядку такую? Есть такие люди? Подняли руку, да? 3 человека всего лишь. Хорошо, я понимаю, что зарядку не сделали сегодня. Тогда мы будем начинать. Уже 12 участников подняли руку. Отличненько. Давайте поднимать руку, чтобы я видел, да? Но я все-таки предлагаю сейчас, прямо сейчас сделать некоторые физические упражнения. Я предлагаю, знаете, что сделать? Вот у нас же интерактивный тренинг. Прямо сейчас мы поднимаемся с вами. Видите, я по-домашнему, у меня спортивный костюм. Обувь для того, чтобы сделать. Встали все. Ручки наверх. Потянулись к солнышку. У кого утро, у кого уже вечер, значит, потянулись туда к небесам, звездам. Вытянулись прекрасно, так потянули свое тело. И теперь я предлагаю отодвинуть кресло. Девушки могут поприседать или могут попрыгать вот так вот, для того, чтобы за себя вот так вот энергию себе сделать, поднять. Либо поприседайте вот так, 1, 2, 3, давайте повторяйте, кто это делает. Для мужчин предлагаю вообще вот отжаться. Это здорово будет, когда вы будете отжиматься, посмотрите. Я вот тоже ложусь, и мы вместе отжимаемся. И 1, и 2, и 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отличненько. Еще можно попрыгать. И у меня вопрос ко всем. Как вы чувствуете себя? Нормально, да? Но еще не садимся. А теперь нужно выпрямиться. Смотрите, мы сегодня немножко рабы нашего девайса, помощника компьютера. И многие вот так вот иногда, как и я, в принципе, когда мы сгорблены, а нужно выпрямить грудь колесом, как говорится, да? Постоять немножко. Чуть-чуть постоять ровно. И делать такие упражнения каждый день. Я сниму курточку, потому что, видите, сделали упражнение. А так как нас делает больше 1000 человек, я так понимаю, энергия пошла полностью у нас именно ко всем. Поднимите руки, кто почувствовал эту энергию, дорогие друзья. 21 человек, я думаю, больше. Уже 35, чувствуете, да? Теперь что нужно сделать после этого, дорогие друзья? Я рекомендую подышать 10 раз спокойно. Вдох-выдох. Вдох,
выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И следующее, что необходимо сделать, это взять водичку и вот так вот наполнить стаканчик и выпить. Каждое утро у нас сейчас слушают Латинская Америка, Южная Америка, Соединенные Штаты, Индия, Вьетнам. Там уже поздно, скоро спать ложиться. Но тем не менее, такие упражнения необходимо делать и утром, и вечером перед сном. Обязательно выпить весь стакан воды. Ну, хотя бы половину. Почему нужно много пить воды, дорогие друзья? Представьте себе, когда у вас руки грязные, и вы открываете краник, и он еле-еле течет водичка, тогда, когда руки грязные, очень долго моешь. Точно так, мы состоим из 80% из жидкости, нам необходимо много воды. Ну, примерно 1,5 литра в сутки на человека весом 85-90 килограмм. Если чуть больше, значит чуть больше воды. И когда мы пьем большими глотками и много, это представьте, как кран ты открыл и быстро помыл руки. Точно так наш организм быстро будет насыщаться водой и быстро, скажем, очищаться, потому что благодаря воде мы еще очищаемся, дорогие друзья. Сделали это, да? Теперь поднимите руки, кто будет это делать каждый день. Физические упражнения. Стакан воды утром, стакан воды вечером и в течение дня. Отличненько, дорогие друзья. Это маленькие упражнения, но эти маленькие упражнения, они ведут к тому, чтобы стали абсолютно другой личностью. Сегодня 02.02.2020, сакральная дата, где мы можем все начать менять в своей жизни и делать так, как нам будет лучше для нашего организма. А любое физическое упражнение всегда полезно для организма. Даже если человек не может подняться, ну мало ли, есть люди, которые не могут подняться с кресла, это люди ограниченные, может быть, упражнения, вы тогда можете сделать вот такие упражнения. Вы можете, как в ушу есть такие, когда занимался ушу, вот есть, когда пальчик вот так вот, каждый пальчик, для того, чтобы включить энергию, чтобы энергия пошла. Но можно делать разные упражнения для рук, для пальцев. Помните, как в детстве, когда мы были маленькие, в школу ходили, писали 45 минут, а потом зарядку, да, или 20 минут писали, и потом зарядку. Наши пальчики устали, мы писали, да. Эти маленькие упражнения, маленькие действия, они приводят к тому, что мы вкладываем 10% своей энергии, может быть, 1% своей энергии в физическое здоровье, в энергетическое здоровье, дорогие друзья. Ну и секрет успеха, сегодняшнее название, сегодняшней сессии, секреты успеха, основы секрета успеха. Это правильное психоэмоциональное состояние. Это 2 часа в день, которые можно уделять, дорогие друзья, 2 часа в день. 120 минут в день можно уделять для того, чтобы стать абсолютно новой успешной личностью. Создать успешный бренд вашей новой успешной личности. И мы с вами этим и будем заниматься. Все 80 занятий, создавать абсолютно новую личность с абсолютно новым брендом. И для тех людей, которые, может быть, сегодня не успели послушать, может быть, сейчас будут слушать нас в записи, дорогие друзья, даже в записи вы сможете слушать и использовать в течение часа вот те действия делать, которые мы будем делать совместно вместе с вами. Потому что за эти 80 сессий необходимо хотя бы 50 занятий, 55 занятий, вернее, посетить лично или в записи и ответить на те вопросы, которые мы будем задавать в этой записи, в той таблице ответов, которые вы будете вести, дорогие друзья. А сейчас я передаю слово Арманду Мурниксу. Арманд. Друзья, всем привет. Как меня видно, слышно? Отлично слышно. Угу. Так, я тогда отключу, Андрей, тебя, включу себя. Скажите, пожалуйста, ребят, видно меня и слышно ли по 10-бальной? Угу. Отлично, благодарю. А теперь скажите, пожалуйста, кто сегодня первый раз? То есть кто не знает, кто я такой, кто никогда не видел
Если есть такие люди, поставьте, пожалуйста, минусик. Нету, да, у нас таких? Отлично. Есть у нас несколько людей. Я так понимаю, что первый раз. Хорошо, тогда я быстренько представлюсь. Ребят, меня зовут Арманд Мурникс, я сам родом из Латвии. И в компании я с начала 2014 года. На сегодняшний день я руковожу несколькими международными компаниями. Я представитель президентского совета. Но самое главное, что мы все здесь настроены на реализацию NEMI. Что такое NEMI? Вы можете посмотреть наши вебинары, отчетные вебинары Андрея Федоровича. Но вкратце это создание некого общества, где каждый человек является потребителем продуктов, в которых он является совладельцем. Также я частный инвестор, и на сегодняшний день я уже постоянный инвестор, международный спикер, поэтому если вы не живете в России, в Англии или еще где-то вот в странах там бывшей СНГ, то, наверное, меня тоже могли видеть. Да, был... Арманд, не видно твоего экрана. Слайды не видно, мне показывает, что видно. Давайте еще раз сделаем. А сейчас видно? Да, сейчас видно. Ага. Да, благодарю, Андрей. Вот. И в 2018 году меня признали как лучшего мотивационного спикера по версии Mellon Richie Finance Times. Но на самом деле я очень горжусь тем, что помимо всех этих регалий мы вместе являемся такими продвиженцами Ассоциации генерала мира за мир. Потому что, как Андрей Федорович на одном из конференций сказал, да, что если не будет мира, то ничего другого нам и не надо. Поэтому мир во всем мире – это основное, финансовое благополучие во всем мире – это следующее, ну и, соответственно, создавать прогрессивное общество – это основополагающее для того, чтобы это все мы реализовали. Друзья, для тех, у кого сейчас утро, давайте сделаем практические задачи. Пока я вам в двух словах объясню, значит, мы сейчас будем приветствовать себя нового. Потому что все то, что вы делали до того, как пришли на марафон, это осталось позади. То есть это осталось, скажем, с вашим старым «я». И нам сейчас необходимо вместе с вами поприветствовать вашего нового «я». И как мы это будем делать? Давайте сделаем, я сейчас проговорю, а потом мы это сделаем. То есть мы закроем глаза, мы представим себя нового, такого, какого вы хотите видеть через 260 дней к концу марафона. Мы с вами поприветствуем этот день, эту дату 02.02.2020, которая действительно является таким отчетным периодом для новой личности, которая формируется сейчас. Вот. Дальше, что мы с вами будем делать, это примем то, что мы с вами абсолютно новая прогрессивная личность. Готовы? Если готовы, то давайте закроем глаза. Можете подышать там 3-4 таких глубоких вдоха. Увидьте себя, того старого «я», с вашими всеми, как это правильно это сказать, на русском, косяками, да, в общем, не перфектностью. И увидите сейчас то, что вы стали на новый путь. И этот путь, он сулит вам все то, что вы когда-либо желали. Этот путь готов вам дать все финансовое благополучие, готов вам дать все базы знаний, которые вам только необходимы, этот новый путь вам готов предоставить ваша новую реальность. Увидьте это. Увидьте себя, что вы радуетесь тому, что вы смогли измениться.
Отлично. Теперь нам необходимо поблагодарить. То есть кого мы должны поблагодарить? Возьмите сейчас ваш телефон и отправьте 3 людям слова благодарности. Это может быть ваши родственники, это могут быть ваши друзья, это может быть ваша любимая или любимый человек. Отправьте тому человеку благодарность, который как-то повлиял на ту личность, которая сейчас сидит здесь. Может, кто-то вас смотивировал прийти на марафон, можете поблагодарить. Я тоже это делаю. Отлично. Ну а теперь самое главное. Мы не сможем с вами двигаться в новое, скажем, в новую реальность. Мы с вами не сможем создавать вашу мечту, которую вы себе поставите или уже поставили. Мы с вами не сможем достичь ничего нового в этом этапе, если мы не попросим прощения. И я хочу сказать, это не только нужно просить прощения сегодня, сейчас. Нам это нужно будет сделать всем тем людям, которые у нас есть вот в этих коробочках. То есть все ваши люди, которые как-то взаимодействовали с вами или взаимодействовали, на которых вы держите какую-то обиду, а может быть кто-то обиделся на вас за то, что вы не оправдали его ожиданий. То есть каждый из этих людей, он повлиял на того человека, которым вы являетесь. И очень важно, и это я, ребята, не от себя говорю, я это говорю от того, что я это слышал от Андрея Федоровича, о том, что на одном из тренингов, это был тоже мастер-профи, где он рассказывал о важности именно прощения. И когда я сделал этот как бы ритуал, когда я простил и попросил прощения всех людей, которые как-то обижены были на меня, ребят, жизнь вот полностью изменилась. Поэтому давайте мы сейчас точно так же возьмем наши устройства и попросим прощения, ну, хотя бы у 3 людей на сегодняшний день, да, то есть те, которые были с утра, у вас получится уже там 5-6. Но обязательно попросите прощения, потому что это необходимо в первую очередь для вас. А я расскажу, пока я буду писать прощения своим, скажем, отсылать своим людям, я вам расскажу параллельно одну историю, которая была у меня с прощением. Угу. Так, все пишем. 3 человека надо 3 человекам надо отослать. Значит, смотрите, была у меня такая ситуация, что с детства я не мог простить одному человеку за то, что он очень нехорошо повлиял на мою жизнь. Но это я думал где-то примерно, наверное, до лет так 25. То есть с детства до 25 лет я держал тайком обиду. И постоянно в моей жизни что-то происходило. И происходило что-то такое, что я даже не ожидал. И не в лучшую сторону. Знаете, слава богу, у меня до операции не доходило, но постоянно какая-то ситуация происходила со мной. То есть то ты идешь, ногу подвернешь, то ты просто бежишь, у тебя, не знаю, там голень выходит, не голень, а коленка выходит, да, то у тебя еще что-то. То есть постоянно какие-то вот такие вещи происходили. И когда я попал на тренинг именно Андрея Хавратова, это был один из уроков мастер-профи, и он рассказывал о силе прощения. Знаете, вот после того, когда я это искренне сделал, в моей жизни лично очень много что поменялось. А самое главное, ушла вот эта обуза, которая сидела у меня где-то там бессознательно. Она ушла,
И это место освободилось, и я мог наполняться новой информацией. И я мог это принимать с чистым сердцем. Поэтому, друзья, прощение – это необходимость. Я хочу сделать такой небольшой подыток. Смотрите, очень многие люди, они, когда заходят в бизнес, они делают все, потому что кто-то им сказал. Они общаются с людьми, они проводят встречи, презентации, они делают этот бизнес, потому что они видят, что кто-то успешен, видят, что да, классная тема, они видят, что ну, как-то вот миссия кликается в душе. Но на самом деле это люди, которые просто делают потому, что они увидели, что у кого-то есть результат. Но истинные результаты получает тот человек, который это начинает делать как стиль жизни. То есть, когда у вас станет нормальным таким процессом общаться с любыми людьми, которые встречаются на вашем пути, когда вы нормально сможете без всяких, ну, скажем, комплексов разговаривать с каждым человеком, который есть у вас сегодня в списке ваших друзей, знакомых и коллег. Когда вы сможете с этими людьми общаться, не принуждая себя, а просто это будет как стиль жизни. Вы будете нормально рассказывать о Неме, вы будете рассказывать о том, что у вас сегодня в душе творится и как вы видите свою жизнь буквально там через 260 дней. Понимаете? Тогда это будет, как бы, войдет в вашу жизнь как некий лайфстайл, то есть стиль жизни. И вот, знаете, очень классную информацию недавно получил, обучаясь. Нету секрета успеха. У успеха есть система. И вот задача за эти 260 дней, ребят, это дать вам эту систему. А чего хочешь ты? Вот задай себе сейчас этот вопрос, возьми, пожалуйста, вот такую вот тетрадочку и напиши, что хочешь ты получить в этом году, в конце этого года. Давайте возьмем, напишем свою мечту. Каждый берет и пишет свою мечту. Я это делаю. Ну, мечту я пишу где-то, наверное, раз в полгода. Иногда бывает, она очень быстро сбывается, и тогда нужно заново пересмотреть там коллаж и так далее. Но это мы на следующих уроках разберем. Но давайте сейчас каждый из вас напишет свою мечту. Я тоже пишу. Угу. Можете одну, две, три написать. Угу. Я еще делаю так. Я ставлю мечту, то есть мечту на год. Потом я разбиваю на так называемые пит-стопы, то есть на 4 месяца, то есть не 4 квартала, да, то есть раз в 3 месяца у меня должна быть какая-то цель. И я себя вознаграждаю вот на этом триместре, я себя вознаграждаю чем-то. Потому что должен быть эмоциональный такой attachment, да, то есть эмоциональная привязка. Когда вы достигли, вы себя чем-то балуете. И я бы хотел сейчас, если у нас люди, которые ставили себе мечту, цель, план, задачи и достигали. Есть такие люди у нас, кто готов поделиться? Поднимите руку, если вы готовы поделиться. Так, кто у нас? Так, ну не вижу. Так, есть у нас Рута, можно Руте дать доступ.
Так, мне пишут, что в испанской комнате нету перевода, нету звука. Так, испанцы, разберитесь, пожалуйста. Николай, можешь дать, пожалуйста, доступ Руте? Рута, подними, пожалуйста, руку, и тебе дадут доступ. Да, Рута может говорить уже. Угу. Да, Рута. Включи микрофон. Отлично. Слышно меня, да? Слышно. Видно тоже? Не знаю, я пока не вижу. Ой, слава богу. Хорошо. Если микрофон не работает, скажи, пожалуйста, ставила ли ты когда-либо себе планы, цели, мечту? И как ты достигал? То есть меня интересуют детали. То есть что ты делала, какая музыка, если ставила музыку, какая музыка играла? Может быть, ты, не знаю, там свечки разложила. Ну, расскажи, как ты настраивалась на свою мечту и как ты это реализовал? Я обычно, самое лучшее настраивание у меня, если я у моря. Я глубоко дышу, вообще останавливаю все мысли, пустоту в голове, просто никакие проблемы, ничего, такую пустоту. Если можно посидеть, если тепло. Вот сегодня, например, я в парке, ну там не очень тепло было, я просто постояла и посмотрела на природу, и чтобы была пустота. И тогда можно спросить, ну что ты желаешь, какое у тебя желание, и почему ты это желаешь. И у меня в жизни все исполнилось. И даже невероятные мечты исполнялись с детства уже. Мне когда спрашивали, кем ты хочешь быть, я говорю, я хочу быть богатой и путешествовать с 5-летнего возраста. Это случилось очень быстро. Я стала легким атлетом, атлетикой я бегала быстро, да, потом баскетболом, потом стала моделью. И деньги ко мне буквально валились кучами. Я не знала, куда их вообще вложить, в принципе. Вот я так думаю. И это с детства всегда вот у дедушки и бабушки. Я считаю, что с природой очень это нужно. И также, я скажу, я стала топ-менеджером. Я вам скажу, я не очень там напрягалась, честно, но я загадала себе тоже. И это было невозможно. Но у нас получилось промоушен, и я стала топ-менеджером в компании. Поздравляю. Да. Да. И тоже слушаю медитацию Андрея 21 день. Очень помогает. Денежный магнит, да? Денежный багет, да. Магнит. А скажи, пожалуйста, ставила ли ты себе именно вот цели? То есть мечта, понятное дело, она есть, она тебя притягивает, а цели ставила ли ты и достигала ли? Ну, потому что я уже, как сказала, я судьбой очень избалованная была. Мне всегда все достигалось. Я немножко растерялась, я уже не знаю, что мне мечтать. Ну, хорошо, я могу там про деньги помечтать, про дом, ну, я такому энтузиазму не горю. Мне как-то маленькие вещи сейчас намного лучше нравятся. Что я могу помочь столько людям. Я, например, тоже вот загадала, я хочу вот найти нетворкера, пошла на один нетворкер, только на один, и нашла я одного нетворкера. Или кто мне на Фейсбуке тоже приходит, который сетевик, да, по-русски правильно. Ну, я только, я скажу, я не стараюсь много, я должна признаться, я немножко ленивая. Но так же, как ты мне учил вначале, я пробовала говорить с 5 людьми в день, когда мне была возможность. В моем районе люди уже приходят дорогу. Некоторые. Но я поняла, от ошибок я уже учусь, я уже не рассказываю про бизнес ни слова, я выслушиваю других. А скажи, пожалуйста, поощряешь ли ты себя, когда ты хотела стать топ-менеджером, какое ты сделала себе поощрение? То есть как ты себя побаловала? Ой, я купила себе красивые камни в Индии, в Гоа. Вот, то есть камни. Колечко, так недорогие, серебро, но они голубые, и, да, я себе Отлично. купила. А как ощущение? Вот ощущение того, что ты достигла и как бы себя вознаградила, ощущение есть такое, что хочется дальше двигаться?
Да, очень большая радость. Я так радовалась. Я чуть не оплакала на сцене. Ну, Когда отлично. Андрей мне вручила еще подарочек, это тоже нескромный, скажем. Хорошо. Спасибо Это был большое, такой Рута. сюрприз. Я тебе желаю успехов. 260 дней марафона. Это будет очередной челлендж. И я уверен, что, ребят, если вам было полезно, поставьте плюсики, если вам был полезен именно опыт нашего партнера Руты. Спасибо, Рута. Есть ли у нас кто-нибудь из английской аудитории, который бы хотел тоже поделиться? Николай, посмотри, если там кто-то поднял руку, дай возможность там, выйти на связь с нами. Угу. Ну вот, а пока выходит на связь, я вам расскажу, как у меня это получилось. Знаете, я очень сильно мечтал о машине. И когда я пришел сюда, я, в принципе, начал как бы работать, не имея вообще 20 фунтов в кармане, это примерно $30 в кармане у меня было. И я тогда поставил себе одну цель. Это после слов Андрея Хавратова, когда он сказал, что он ищет вот на этом мероприятии, это у нас было тоже онлайн такое обучение, и он сказал так, что я ищу человека, с которым вместе мы сможем поделить триллионный рынок, если он захочет, нет, неправильно, если среди вас будет один человек, который так сильно захочет сделать все то, что я планирую, и мы вместе это сделаем, то мы поделим триллионный рынок. И я тогда сказал, что я буду этим человеком, и в своей голове я, в принципе, купил билет в один конец. Кто-нибудь ездил там, на самолете, на поезде в один конец? То есть у вас нет возможности выйти, у вас нету на это права. Если вы так делали, то это очень сильно, поэтому это как бы движет вас постоянно вперед и не дает вам отойти в сторону. Даже если иногда ты приходишь и плачешь, потому что что-то не получается. Так, ну, ребят, есть кто-нибудь в английской комнате, в испанской комнате, кто готов В поделиться? английской у нас 2 человека. Ну, дай, могут пожалуйста, говорить. им возможность. Да, они уже могут говорить. Отлично, тогда я слушаю. Кто у нас? Я вас не слышу. Представьтесь. Хорошо, Николай, он, наверное, не выходит на связь, потому что у нас здесь нету обратной связи. Я вижу, что есть у нас Торун. 4 человека в испанской комнате. Ребят, кто у нас находится в испанской комнате, кто может дать доступ к микрофону? И, соответственно, переводчики, переведите, пожалуйста, нам здесь в русской комнате. Ладно, хорошо. Не будем тогда задерживать время, потому что я вижу, что нам нужно это наладить. Добрый день. О, добрый. С кем я имею честь говорить? Меня зовут Розалин. Тут уже вот из английской комнаты говорят. Отлично, Розалин, привет. Большое спасибо. Я посчитала, что должна поделиться своей историей, поскольку пару лет назад я вот начала год с заявления, с обещания, что я посещу свою мать в Сен-Крой. А я не была в Сен-Крой уже 20 лет как минимум.
И я решила, что я поеду и увижусь со своей матерью, потому что она не могла приехать, она хворала, болела. И я сделала себе это обещание, я молилась, и я сказала: Боже, я верю в чудеса, и это будет год чудес для меня. Я даже не могла представить себе, как я заплачу за билет. Я не хотела поехать одна, я хотела поехать с мужем и своими 2 детьми. И я просто взяла и сказала себе это. Я поверила в чудеса. Я сказала себе, что в этом году я буду верить в чудеса. И что я считаю, что Бог мне в этом поможет. Поэтому я сказала своей матери: я еду. А она мне говорит: возможно, я уже не буду жива к тому времени. А я ей говорю: нет, ты будешь, потому что мне Бог сказал, что с тобой будет все в порядке. Я сказала своим сестрам, что я еду. Я сказала своим друзьям, что я еду. И я сказала своим друзьям, детям и мужу, естественно, что мы едем. И чудеса начали происходить. Такие как, например, мой муж вдруг получил чек по почте. Он когда-то еще работал на другой работе много лет назад, и он думал, что уже никогда ему эта компания не заплатит. А они по почте нам прислали письмо и говорят: у нас для вас тут деньги есть. Мы изменили брокерскую компанию, вы можете сами решить, что делать с этими деньгами. Мы сказали: конечно, мы хотим их взять. А потом банк, у которого мы взяли ипотеку, направил нам чек и сказал: вот, это деньги, которые вы переплатили. Пожалуйста. Там было пару тысяч долларов. И наша компания вдруг решила в марте того года выписать еще один бонусный чек, потому что у них очень хороший финансовый год был предыдущий. Это тоже еще дополнительные 3000 долларов. И другие вещи начали происходить на протяжении всего года. И мне же надо было заплатить за авиабилет за всех нас 4. И заплатить также за аренду того места, где мы собирались жить, да, к апрелю года, потому что мы планировали поездку в Сан-Крой в декабре. И все, что нам необходимо было, все появлялось. А я еще даже не понимала, как я финансово решу этот вопрос. Я просто решила поверить. И я никогда не забуду эту историю, потому что это было благословением и для моих детей. Они были еще они были в Сан-Крой, когда были очень-очень маленькими детьми. Я помню, сыну было 6 лет, а дочери тогда было, наверное, 18 месяцев. Поэтому мы поехали туда. И это был невероятный опыт и для них. И мать, она вся сияла. Она была так счастлива. Она никогда не видела нашу семью в полном составе. Наконец-то ей представилась эта возможность. Это было незабываемое впечатление. Я никогда не забуду это. Отлично. И Розен, это дало мне поздравляю. дополнительный толчок двигаться вперед в моей жизни. Стало тем топливом, которое мне было необходимо. И я начала действительно верить. Каждый день я себе говорила: я еду, я поеду. Каждый день я думала о том, как здорово будет детям, как они повеселятся. И мы вместе делали планы. Мы сняли великолепную квартиру, которую бы в жизни себе не могла позволить. И мы, когда вернулись, мы никому не были должны денег. Я думала, что я буду должна денег после того, как мы вернемся. И этого не произошло. То есть Бог помог нам осуществить нашу мечту. Вы должны верить, и вы должны делать планы, как будто это уже случилось. Вы должны визуализировать себя уже там. И вы никогда не должны позволять сомнению закрадываться в вашу душу, потому что это действительно изменяет вашу энергетику. Если вы верите, вы наполняетесь этой энергией, и это заставляет вас верить еще больше. Как только вы принимаете решение, действительно его принимаете, это сразу же происходит. Это может не произойти прямо сейчас, но это произойдет. Я попросила что-то. Именно это, то, что я попросила, и произошло. Большое спасибо, что выслушали меня. Спасибо большое.
Розалин, у меня один вопрос. Один вопрос. Вот ты рассказала про то, что ты верила, и ты, в принципе, начала сразу действовать. Скажи, пожалуйста, какой был твой ритуал? То есть, что такое ритуал? Это некие действия, которые приводят тебя в состояние и твою душу в состояние такого умиротворения, где ты планируешь. Как ты это сделал? Ну, во-первых, я поверила. То есть все базировалось на вере. Я заставила себя поверить, что моя вера, если она будет достаточно сильна, то все будет. И я должна была активировать эту веру. Для меня это было очень важно. Как я уже говорила, я сделала себе обещание, заявление во всеуслышание. Я людям об этом говорила, что я хочу, чтобы это случилось. И я не хотела нарушать свое обещание. Для меня мое слово значит очень многое. И что я сделала? Я поверила, просто поверила. И я повторяла себе это до тех пор, пока вера не стала еще сильнее. Я повторяла это себе каждый день. И мне повезло. У меня есть очень близкий друг, с которым мы все время обсуждаем, и подруга. И эта подруга, она еще больше меня подбадривала. И мы вместе мечтали, как это будет здорово. И я продолжала визуализировать, представлять себе образ того, как мы всей семьей уже там и наслаждаемся этой поездкой, хотя мы еще не были там физически, но это уже происходило. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Да, абсолютно четко и детально ответила. Благодарю. Действительно, ребят, Розалин сказала очень важную составляющую, и это вера. Я бы хотел сейчас передать слово одному из топ-лидеров нашей компании, человеку, который является правой рукой Андрея Федоровича Хавратова, которая доказала своими действиями, и она поделится с вами именно, как правильно выстроить такой алгоритм или пирамиду ваших целей, основанную на вере, и как понять, что вы делаете именно то, что ваша душа действительно желает. Поэтому я бы хотел бы передать сейчас слово Миле Сердюковой. Мила, если ты здесь, подключайся. А вам, ребят, я хочу сказать и напомнить следующее. Нету секрета успеха. То есть его нет, его негде искать. А есть система. И все вы в этом марафоне за 260 дней не просто получите теорию системы, а вы получите практику. Всем хорошего дня. Пока-пока. Благодарю, Арманд, за твое классное выступление. Поставьте плюсики, кто получил полезность, кому понравилось выступление Арманда и особенно практическая часть. Очень классно, что мы все делимся нашим опытом, и это действительно сплачивает нас. И мы видим, как некие темы можем использовать, или некие фишки можем также использовать сами. Супер. Для тех, кто не знает меня зовут Мила Сердюкова, я являюсь председателем президентского совета, а также как Арманд в компании уже практически 5 лет активно занимаюсь развитием бизнеса, стратегическими задачами. Также являюсь тренером по гении финансов, мастер-профи, это один из наших тренингов. И также частный инвестор, инвестирую и использую все те знания, приобретенные в компании и за ее пределами. Постоянно развиваюсь. И что самое мне больше приносит удовольствие, это помощь другим, это тренерство, делать вот эти сессии, вебинары, где мы можем делиться опытом. И я, конечно, обожаю цель нашей компании, это создание новой экономической эволюции мира, где каждый человек сегодня имеет возможность стать как и совладельцем, так и бизнесом заниматься, и также развиваться в сфере финансов, инвестирования, личного роста. У нас даже есть определенные сессии по
связанные вообще с энергетическими практиками. Поэтому наша компания развивается глобально, и я очень рада, что являюсь ее частью. И, конечно, я также член Ассоциации генерала мира за мир, и полностью поддерживаю слова Арманда, что самое главное, что нам нужно беречь и к чему нужно стремиться, это чтобы был мир во всем мире. Потому что без него не важно, сколько у тебя денег, не важно, какие у тебя контакты, не важно, сколько бизнесов, если не будет в мире мира и голубого неба, спокойного, то, конечно, все это не будет иметь значения. Поэтому, ребят, давайте объединяться, давайте прилагать наши все усилия. И сегодня очень особенный день, 02.02.2020. Все ваши желания, все, что вы запрограммируете, все, что вы реально захотите, будет воплощаться в жизнь с огромной скоростью. Поэтому я очень вас поздравляю с тем, что вы приняли решение и сегодня находитесь здесь вместе с нами на первой сессии марафона. И я очень хочу, чтобы вы также были и членами Генеральной ассоциации генерала мира за мир, и также принимали участие активное в развитии нашего бизнеса, в развитии нашей идеологии, и тогда мы быстрее и быстрее придем к развитию новой экономической эволюции мира. Как Арманд говорил, есть некая формула, есть некая стратегия о том, как вообще быстрее воплотить свои мечты. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, кто хотел бы осуществить мечты уже в этом году. Отлично. Мы называем эту формулу формулой мечты. Возьмите сейчас ручку, у вас наверняка уже есть ручки, тетрадки перед собой, и запишите, что такое формула мечты. Формула мечты состоит из 6 шагов. Первое – это сами мечты. Второе – это желание. Третье – это вера. Первые 3 мечты, желание и вера – это некие эмоциональные составляющие. Это то, что мы с вами создаем внутри себя. Для создания мечты либо желаний нужно использовать различные визуализации, медитации. Вот как поделилась Рута и Розалин, использовать все возможные инструменты, которые подходят вам. Возможно, это будет прогулка, возможно, это будет какая-то красивая музыка, либо просто побыть самой собой наедине. И вторая составляющая формулы желаний – это именно начать и действовать, это ставить цели, это планировать, и последнее – это воплощение целей, это действие. Давайте разберем с вами по каждому из этих пунктов. Мечты. Что такое мечта? Мечта – это некий стиль жизни, то есть это некий образ, который вы представляете. Когда вы закрываете глаза, вы можете мечтать, где вы находитесь, в какой стране вы живете, как начинается ваш день. Вы можете мечтать, с какими людьми вы просыпаетесь, какая у вас семья. То есть мечта – это некая картина, образ вашего будущего, либо образ того настоящего, который вы хотите привлечь. То есть мечта, она постоянно может быть дополняться. Это не один какой-то объект. Мечта — это стиль жизни, который вы хотите прожить. Желания, они более конкретны. Желание — это может быть, например, в каком доме вы хотите жить, либо какой машине вы хотите, какую машину вы хотите. Либо желание может быть отношения. Какие отношения вы хотите иметь со своими близкими, либо с самой собой. Какие отношения вы хотите иметь со своими детьми, с родителями. То есть желание — это будет некая часть вашей мечты, но желания, они более конкретны. Вы их должны ярко очень видеть, вы должны ощущать и понимать, что да, это и есть мое желание. И давайте сейчас с вами сделаем такую некую практическую часть, чтобы вы поняли и ощутили, что же такое яркость желаний. Давайте закроем все глазки и представим розу. Каждый из вас наверняка имеет некий образ этого цветка роза. Представьте, какой ее бутон, какого она размера. Представьте, какого цвета ваша роза. Теперь представьте, какой у нее стебелек. Возможно, это маленькая роза, либо это
огромная, большая роза, у которой много-много колючек. Представьте именно тот образ, который вот резонирует с вами. Есть ли на этом стебле листики? Представьте каждую деталь этой розы. Свизуализируйте ее таким образом, что вы видите, что эта роза у вас в руках. А теперь преподнесите эту розу к вашему носу и прям попробуйте так ее вдохнуть. Вдохните этот аромат этой розы. Какой он? Она сладковатая. Какой аромат будет именно для вас? Как роза будет выглядеть для вас? Каждую деталь смотрите на нее и вдыхайте аромат. Открываем теперь глаза. Напишите плюсик, кому удалось увидеть в своем воображении розу. Отлично. Поставьте двоечку, если вам удалось даже аромат понюхать вашей розы. Здорово, смотрите, молодцы. У многих даже ощутили аромат. А теперь поставьте троечку, если, когда вы ощутили этот аромат, что-то произошло с вашим физическим телом. Возможно, это были мурашки, возможно, это был некий жар или, наоборот, холод, возможно, у кого-то забурчало в животе. Здорово. Смотрите, что только что произошло на уровне вот вашей физиологии. Получается, вы что-то себе представили, но вы не просто представили, вы прожили этот образ, вы почувствовали, вы увидели в ярких цветах, и вы даже смогли ощутить запах этой розы. И отклик ваше тело дало вам. Возможно, это были мурашки, либо иногда отклик — это может быть учащение сердцебиения, это может быть потливость ладошки, возможно, у кого-то стали более мокрыми, еще что-то. То есть когда вот вы этот образ примеряете вашего желания на себя, и вы получаете некий отклик в вашем теле, это и есть подтверждение, что да, вы смогли увидеть, вы смогли ощутить, вы смогли вообще понять, какое это ваше желание. Поэтому, когда вы будете делать свои желания, вы уже видите, что у нас есть первое домашнее задание — это прописать желания. Постарайтесь их не только прописать ручкой и вот представить у себя в голове, но сделайте такое же упражнение, как мы только что сделали с розой, для каждого из ваших желаний. То есть если вы говорите, вы хотите дом, какой это дом. Закройте глаза и прям свизуализируйте, какой это дом, сколько там комнат, когда вы входите в дом, какие у вас ощущения. Возможно, этот дом будет иметь большие окна в пол, будут светлые, либо, наоборот, это будут занавешенные окна, и какие-то комнатки будут переплетаться коридорами. То есть постарайтесь визуализировать каждое ваше желание. И чем четче вы сможете это сделать, тем быстрее вы сможете воплотить это желание в реальность. И ваше тело, оно вам поможет. Как только вы получаете отклик, это подтверждение, что в подсознательном это желание зарегистрировалось. Вот до сих пор пишут комментарии про аромат. Супер. Поставьте плюсик, кто понял, как работать вот с желаниями, чтобы сделать их более осязаемыми, чтобы как можно быстрее их воплотить в жизнь. Отлично. Также, когда вы прописываете желания, обязательно ставьте «когда». То есть, если мы говорим о доме мечты, то ставьте «когда вы хотите этот дом». Желания, они должны быть конкретны. Желание без даты — это как, знаете, сказать «я хочу быть счастливым». Вот скажете Вселенной, я хочу быть счастливой. А что такое счастливо? Для каждого из нас счастье — это, возможно, совершенно разные вещи. Для кого-то счастье — это чтобы никто его не трогал, и он побыл один. А для кого-то счастье — это, наоборот, выступать на сцене и заряжать людей. То есть нужно быть конкретным, нужно быть конкретным со своими желаниями. Поэтому, когда вы их прописываете, когда вы их визуализируете, обязательно будьте конкретны также в датах и когда вы хотите осуществить свое желание. Идем дальше. Что такое пирамида целей? Пирамида целей либо пирамида желаний. Очень часто наши желания, возможно, даже не наши, они могут быть навязаны. Кем навязаны? Это, возможно, наши друзья, знакомые, родители, это, возможно,
наш социум, в котором мы живем. Очень часто мы видим там, по телевизору или по YouTube рекламы успешной жизни, где показывают там, определенные машины, там, Ferrari или Lamborghini, и мы думаем, вот я тоже хочу такую машину, я тоже хочу быть богатым и успешным. И мы как бы думаем, что, наверное, да, это мое желание, я хочу машину. Но когда мы начинаем примерять это желание на пирамиду целей, то мы понимаем, что это желание не является первостепенным, это желание не является истинным. Давайте я сейчас вам расскажу формулу и запишите, как проверять на истинность ваше желание. Когда вы прописали свое желание, когда вы его смогли на себя примерить, визуализировать, почувствовать, понюхать, ощутить, когда вы записали дату исполнения этого желания, подумайте о причинах. Хотя бы 5 причин, почему вам важно именно это желание. Лучше это делать одному, можно это делать на природе, можно это делать, в принципе, где угодно. Главное, чтобы вы могли понять у самого себя, почему мне важно именно это желание. Когда вы пропишете хотя бы 5 причин, попытайтесь оценить от шкалы от 1 до 10, насколько эта причина действительно для вас важна. Например, когда я составляла первый раз свою пирамиду желаний, свою пирамиду целей, то первое, что я думала, что я хочу, это стать миллионершей. Первое желание, которое у меня было, это я хочу стать миллионершей до такого-то года, такого-то числа. Но когда я начала копаться вот внутри себя, а зачем я хочу стать миллионершей, а почему это важно, то я, в принципе, посмотрела, что по рейтингу это желание, оно не занимает у меня самое верхнее место. Оказывается, по рейтингу самое верхнее желание для меня было это купить машину для моей мамы. И я хотела купить для нее машину, потому что, во-первых, у нее никогда не было своей машины, и она ходила постоянно на работу пешком. Мне хотелось помочь моей семье, потому что мама, к сожалению, не могла себе позволить купить машину, и настолько было ценно ее время, во время обеда, ей нужно было срочно возвращаться домой, что без машины просто она постоянно куда-то торопилась, она постоянно была в стрессе. И когда я начала прописывать вот эти причины, почему я хочу для мамы машину, то каждая из причин набрала по 10-бальной шкале 10, 9, 10, 9. И я поняла, что вот оно, главное мое желание. И когда я поставила желание именно в ту пирамиду по важности для меня, то для меня это был самый лучший стимул делать бизнес. Это был самый лучший стимул становиться каждый день все лучше и прогрессивнее, изучать, обучаться, действовать. То есть я выстроила для себя приоритеты благодаря формуле желаний. Прописывайте желания. 5 причин, почему это желание для вас важно, и поставьте рейтинг на каждую из этих причин. Затем вы суммируете причин и делите на 5, и вы увидите рейтинг для каждого вашего желания. И постройте его таким образом, что самые топовые желания действительно будут у вас в топе. И для меня, когда я осознала вот это упражнение, я его делала, я плакала, это было настолько эмоционально для меня, потому что это открытие. То, что я думала важно, оказалось вообще не настолько важным для меня. Поэтому я очень, друзья, вам желаю, что когда вы будете прописывать свои желания, когда вы будете прописывать их, обязательно составьте пирамиду целей. И вы увидите, как вот здесь на вас на слайде, что в основном ваши верхние цели и желания это будут связаны с миссией, самореализация, признание. То есть, скорее всего, вы бизнес-то решили сделать не только потому, что вы хотите быть богатым, а вы хотите быть богатым для того, чтобы у ваших детей был, не знаю, новый дом, либо могли вместе путешествовать. Вы хотите стать богатым, чтобы помочь вашим родителям. Вы хотите стать богатым для того, чтобы поехать в отпуск и провести время с друзьями либо своей семьей. То есть цель не является само богатство. Цель и желание что-то другое. Понимаете? Поэтому, когда вы будете выстраивать эту пирамиду целей, делайте ее именно таким образом. И тогда вы поймете, что же для вас истинное, что для вас является истинным желанием. И вы будете действовать. И каждый день, когда вы будете просыпаться, вы будете смотреть на этот список желаний, на пирамиду ваших желаний, и вы будете понимать, зачем вы это делаете. Вы делаете, потому что
это желание, оно должно свершиться в этом году. Поставьте плюсики, кто имеет такое желание, которое в этом году оно обязано случиться. И вы сделаете все, что в ваших силах, все, что за пределами ваших сил для того, чтобы взять его и осуществить. Потому что вы этого хотите, вы решительны. И именно поэтому вы пришли на марафон 260, чтобы этот год был самым успешным годом. Не только для вас, но и для вашей семьи, для ваших детей, для ваших родителей, знакомых и для каждого человека, которого вы встретите, с которым будете общаться. Отлично. Записываем домашнее задание. Первое. Для тех, у кого сейчас наступило утро, обязательно прогуляйтесь на свежем воздухе, создайте правильный психоэмоциональный фон. Подумайте о своих желаниях. Почему это важно делать на улице? Мы есть природа. Человек — это и есть природа, природа в нас, и мы сами являемся неотменной частью природы. И если мы сидим вот только дома, в комнате, да, мы можем, знаете, можем быть очень креативны, мы можем делать очень много вещей, записывать цели, но нам необходимо соединяться с природой, видеть вот этот простор. Посмотрите на небо, посмотрите на землю, ощутите воздух. Мы есть часть природы, и природа, она в нас. То есть обязательно сегодня выйдите на улицу, подышите, пробежитесь, будьте сами собой, будьте вместе с семьей. Сегодня воскресенье, это такой семейный день, именно поэтому мы начали наш марафон сегодня. Но, во-первых, сакральная дата 02.02.2020, который бывает только раз в тысячелетие. Все, что вы сегодня загадаете, все, что вы сегодня свизуализируете, это просто сбудется моментальным образом. И самое важное в сегодняшнем дне, то, что весь космос, вся Вселенная, все располагается таким образом, что сегодня вы, как высший творец, высшее сознание, можете заложить для себя свое настоящее и будущее, и также для своего рода. Только вдумайтесь над этими словами. И второе задание — обязательно пропишите свои желания. После прогулки, после упражнения, как вам удобно, обязательно сядьте, все это сложите в единое, начните прописывать ваши желания в конкретные цели. Когда желание становится целью, когда оно обрисовано, когда есть четкость, есть определенная дата, когда вы решительно хотите это, потому что вы понимаете, почему вы это хотите. Именно для этого и нужно составить этот ваш рейтинг желаний. И, конечно, составьте пирамиду целей и поймите, что же для вас является главным. Я надеюсь, друзья, что сегодняшний день, сегодняшний наш первый такой тренинг зарядил вас энергией. Поставьте плюсик, кто зарядился, кто готов к действию, кто хочет поменять свою жизнь, и тот человек, который готов пройти марафон до конца, потому что мы здесь победители. Мы хотим дать вам все знания, чтобы вы начали их воплощать в жизнь, и самое главное, чтобы каждый из вас получил результат. Благодарю за ваше внимание, благодарю за вашу поддержку и хочу пригласить Андрея Федоровича, который поделится еще очень-очень интересной тактикой, практикой, которая просто вам будет настолько полезна, и вы получите массу удовольствия. Андрей Федорович, передаю вам микрофон. Приветствую, дорогие друзья, еще раз добрый вечер или доброе утро. Я утром не сделал это, сделал сейчас, но первое, вот по домашним заданиям, вам необходимо форму обязательств заполнить. Сейчас я найду форму обязательств, ее вы должны получить. Но пока я ищу, сейчас так. Открылась. Итак, дорогие друзья, смотрите, вот форма обязательств. Такую форму обязательств вам нужно будет заполнить. Сегодня в чате, в котором есть, вы увидите, или напишите в чат в поддержку, чтобы вам срочно выслали. И еще должны в личный кабинет. Мы просили, чтобы в личный кабинет в сообщениях вам выслали. То есть это форма обязательств, где вы пишете свое распечатаете фамилия, имя. У кого есть отчество, значит отчество.
и все там написано. То есть вы берете на себя обязательства для того, чтобы построить успешную организацию многоуровневого краудинвестинга в потребительском сообществе NEMI, программе CryptoUnit, и обеспечить свое будущее, быть прогрессивной личностью, улучшить свою жизнь, быть каждый день лучше, чем вы есть, и делать для этого минимум одно действие в день, хотя бы одно действие в день. Из тех заданий, которые мы даем, желательно все делать, но хотя бы одно действие в день, которое будет делать вас прогрессивной личностью. И вот вы все это прочитаете, подпишитесь внизу и напишите фамилию, имя. Второй момент. Я рекомендую, вы же знаете, что сегодня 2020, дата 02/02/2020, да, то есть восьмерка, бесконечность. И я рекомендую всем до 7-го уровня вот такое сделать родовое дерево. Видите, как я сделал? Вот я, папа, мама, дедушка, бабушка во 2-м уровне, в 3-м прадедушки, бабушки, в 4-м, и так до 7-го уровня, да, где 128 человек будет. Вы сможете сегодня соприкоснуться пальчиками. Квадратик – это мальчик, дедушка, бабушка, мужчина. Кружочек – это женщина, девушка, прабабушка, прадедушка, вернее, прапрабабушка, прапрапрапрабабушка до 7-го поколения. Вы можете соприкоснуться со своей историей энергетически вот так, это раз. И второй важный момент, если вы захотите, вот я буду это делать, этого я не слышал в видео тех, которые я вот слышал, сделать будущую карту вашего рода. И вот точно так же кружочки или квадратики, сколько у вас детей до 7-го или до 10-го уровня через 1010 лет, обратиться к своим, вот держите пальчики и обращайтесь к своим родственникам в будущем, сначала в прошлом, потом в будущем, что вы хотите передать, что вы хотите закодировать или перекодировать вашу личность и закодировать новые какие-то установки вашего рода. А представьте, нас 2800 человек, каждый спланирует все эти вещи, да, то есть мы спланируем с вами будущий код вообще нашего человечества, каким оно должно быть. И это первое домашнее задание. Второе, вернее, это форма обязательств. Затем анкета участника, кто еще не заполнил, таблицу доходов и расходов обязательно вести каждый день, вам вести таблицу доходов и расходов. И обязательно подумать и написать осознание сегодняшней сессии. Завтра мы начнем с осознания. Я приглашу 3 человек, кого-то из чата, для того, чтобы вы мне рассказали осознание сегодняшней вашей сессии. Что произошло вот за этот день. И сейчас мы с вами сделаем еще очень важный момент, который вам необходимо сегодня, у кого ночь. Уже желательно вот это упражнение, которое я сейчас покажу и сделаю, его лучше делать, я включу сейчас такую релакс-музыку, очень интересную, чтобы под музыку это было лучше. Точно так вы можете в YouTube найти очень много релаксной музыки, которая может вам, скажем, способствовать хорошим мыслям. Но есть такое понятие денежного магнетизма. Как стать денежным магнитом? Слышно хорошо музыку, да? Если слышно, поднимите руку. Тихо, да? Ну, вот так можно. Мой голос нормально слышно? Угу, ну, отлично. Оно и должно быть тихо слышно. Смотрите, представьте себе, что вы сейчас сидите где-то на лужайке перед большим озером. Огромная-огромная зеленая лужайка. Вы, может быть, даже босиком, тепло, солнышко, дует ветер, надувает ветра северные, южные, западные, восточные. Когда они дуют, они приносят деньги, как вот листва иногда, знаете, осенью с помощью ветра приходит и как-то осыпается. Точно так купюры денег. Но прежде чем это упражнение делать, вам нужно будет взять купюру, вот самую большую купюру, которая есть в вашей стране, доллары, евро, фунты или, может быть, кто в России, рубли, и примерно взять участок, который вы хотели бы сделать денежным магнитом. Именно денежным магнитом, который бы вы хотели сделать. Ну, к примеру, я привожу пример. Вот если это взять купюру, а есть пачка, то есть это 500 тысяч, да?
И вот таких пачек 10 на 10 это будет 100. А если 10 на 50, это будет 500. Если это пачки по 10 умножить на 50, это будет 500. И умножить на 500 тысяч, это 250 миллионов. Разделить на 60, грубо говоря, это 40. Это 4 миллиона долларов, около 4-5 миллионов долларов. Если это доллары, то 100 на 50 это будет 5 миллионов долларов. То есть что это означает? Это ряд, который выкладываются пачки. Откуда возьмутся пачки, сейчас вы узнаете. Но вам мысленно нужно будет раскидывать. Для этого вам дома нужно найти комнату, где будет этот банк денег, который сейчас мы с вами создадим. Я покажу лишь технику, но вам сегодня ночью нужно будет это сделать. Примерно полчаса медитация идет. И когда вы можете проверить, как вы зарядитесь денежным магнетизмом, когда вот так на руку поставите купюру, а потом через полчаса, если вы особенно делаете с мужем, с женой, а еще и с детьми, если это коллектив, если там человек 10, вы увидите, как энергия потом после этой медитации, после этого упражнения, как вы положите деньги на руку и что произойдет с этой купюрой. И вы увидите, как вы зарядились денежным магнетизмом. Так вот, дорогие друзья, значит, мы сначала представили, сколько пачек мы положим в каждом ряду, да, и потом сколько вверх пойдут. Но вначале вы расслабляетесь, включаете такую музыку и представляете, мы дальше пошли на лужайку, где вы сидите перед большим озером, большая лужайка, ветер дует с разных сторон, и он наносит купюры, разные купюры. Доллары, рубли, евро, фунты, ваша местная валюта, иены, может быть, китайский юань, белорусские рубли, песо, может быть, если, не помню, боливары, кажется, в этом, да, в Венесуэле. Ну, каждая купюра. Американский, австралийский доллар, малазийский доллар, ну и так далее, да. Вернее, рингит малазийский. И вот маленькая горка такая, примерно полметра высотой, перед вами. Потом эта горка вырастает, потому что ветром наносит еще больше купюр. Она уже метр, 1,5, 2, 3, 5 метров, 10 метров, 50 метров перед вами. Это большая гора, такой террикон денег. А вокруг такие вот, знаете, сосуды, чаны такие вот, такие, знаете, вот, где золотые монеты, золотые с золотыми монетами. И вы все видите эту картину. Вот примерно это все делается минут 10-15. Потом вы представляете, как вся эта масса денежная входит в вас и растворяется. Как все эти золотые монеты входят в пыль, превращаются в золотую и растворяются внутри вас. Вы становитесь денежным золотым магнитом. Потом, когда наступит время, вы будете, знаете, о вас будут говорить так, к чему бы вы ни прикасались, все будет превращаться в золото. Но надо это сделать, вы делаете это. Потом вы представляете, что вы в том помещении, в котором вы хотите создать банк, денежный банк. Вы входите в эту комнату, представляете, что вы там, и из вас начинают выходить пачки денег, уже сформированные. Ваша местная валюта – это первый такой вот ряд на полу. Или, может быть, на столе. Может быть, это стол большой. И первый ряд мы посчитали, если это по 100 долларов купюры 5 миллионов. Если в рублях, это чуть больше 4 миллионов. Если в евро, это 5 миллионов евро. Если в фунтах по 100 фунтов, это 5 миллионов фунтов. И в других валютах. И вот так вот считаем первый ряд, второй ряд, а считаем следующим образом. Мы садимся, из нас выходят эти купюры вот так вот, пачками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, да?
И пошли 50, 100, 200, 300. И вот они выходят из вас, и вы представляете, как вы складываете эти деньги. Первый ряд, второй ряд, другие валюта, третий ряд, следующая валюта, четвертый ряд. И так повторяется. И вот если метр высотой, то это 100 пачек, это 500 миллионов долларов. Если это у меня будильник, дорогие друзья, сообщает, что уже мы время перебираем. Если это 2 метра высотой, это 1 миллиард. Какой капитал вы хотите? Может быть 100 миллионов, может быть 10 миллионов, может быть 1 миллиард. И вот если представили. И потом каждый вечер и каждое утро нужно приходить в этот банк, там будет встречать ваш банкир и будут говорить вас по имени отчеству, говорит: здравствуйте, вы пришли за деньгами, да, мы с большим удовольствием выдадим вам вашу сумму. Какую вам нужно выдать сумму? И вы говорите ту сумму, когда вы ложите, вот вы только проснулись утром, и вы представляете, что вы поблагодарили всех, поприветствовали, а потом обязательно нужно сходить в банк, ваш энергетический банк, к вашему банкиру, заказать ту зарплату, денег, которую вы хотите уже в этом году. Выйти на этот доход. 10 тысяч долларов, может быть, 100 тысяч долларов, или 1 тысяча долларов, или 5 тысяч долларов, да? Ну, чтобы легче было, давайте ориентируемся, 10 тысяч долларов, допустим, да? Может быть, в день вы хотите. И вот вы приходите к банкиру, он дает эту пачку, берет с этой большой, такой огромного постамента, да? Если это метровый постамент, там 500 тысяч миллионов долларов, он дает вам, вы берете и считаете при нем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вы должны увидеть купюры, как они лежат. Запах может быть купюр. Кто когда-нибудь считал, слышали запах? Говорят, тут деньги не пахнут. Пахнут еще даже очень. Особенно, когда они свеженапечатаны. Ну, они краской, конечно, пахнут, но тем не менее, это запах денег. И вот вы считаете, вы видите их. Естественно, ваш банкир спросит: а куда вы будете их тратить? И вам нужно рассказать, куда вы будете тратить, иначе банкир вам не даст вам эти деньги. Вы обязательно должны сказать, куда вы потратите эти деньги. Деньги должны тратиться, они не должны просто лежать. И чем больше вы тратите, тем больше прибывает в вашем банке. Это проделать нужно прямо сегодня упражнение, дорогие друзья. И поставьте плюсики или что-нибудь напишите, удалось ли вам немножко соприкоснуться с этой энергией денег. Вот утром у меня такого не было, но сейчас я чувствую некоторых людей небольшой страх от такого состояния, наверное. Потому что я ощущаю, чувствую прям, вот напишите, кто немножко испугался этого всего. Вот видите, Арманда уже изменилась. Но вот когда вы сделаете полчаса, если в комнате еще будет 2, 3, 4 человека, вы увидите, что произойдет с купюрой. Когда вы ложите ее на руку, вы увидите, что с ней происходит. Нужно вам увидеть и потом расскажете завтра. Дорогие друзья, когда вы боитесь немножко, это хорошо. Когда вы запрашиваете больше, чем вы вообще рассчитываете, это тоже хорошо. Всегда есть волнение, есть такой немножко волнительный дискомфорт, но это хорошо, мы с вами растем. Поэтому, дорогие друзья, я хочу пожелать вам всего самого наилучшего. И будьте смелыми в принятии ваших решений, будьте смелыми, когда идете к банкиру и говорите: дай-ка мне сегодня 10 тысяч долларов, я сегодня хочу потратить. Всего доброго, дорогие друзья. Давайте завтра мы встречаемся в это же время.